Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, какие движения на рынках и что ожидать сегодня на вечерней сессии. Так, на ключевой момент. Сегодня по Соединенным Штатам вышло число первичных заявок на получение пособий по безработице. Данные позитивные, они получились меньше, чем и прогнозировалось, и в прошлый раз выходило. И здесь все говорит о том, что американская экономика, она так или иначе продолжает вроде бы восстанавливаться. Вот. Но момент заключается в том, что это значение, вот эти вот колебания, которые в последнее время происходят, они, с моей точки зрения, здесь погрешность статистического определения, не более и не менее. Да, если смотреть, допустим, период год, то мы здесь видим, что идет, по крайней мере, шло неуклонное снижение вот этих первичных заявок. И сейчас оно, как ни крути, вроде бы вышло на плата. Оно, конечно, немножко снижается, но здесь отмечается, что есть все-таки плата. И вот эта плата, оно где-то в 1,5, даже почти в 2 раза выше, чем тот уровень, который был до кризиса. Вот большой вопрос, как вот эта ситуация, она будет влиять на то, что происходит в экономике. Потому что, с одной стороны, конечно, здесь снижение вроде как и есть. Но вот если уже брать участок, который начинается с весны 2021 года, то вот это снижение, оно носит такой символический характер, указывает на то, что, скорее всего, американская экономика в такой парадигме, она свой ресурс в части восстановления выработала. И нужны какие-то новые вдохновляющие идеи, которые позволят вот это количество безработных, которые генерится, показывается еженедельно, спустить до докризисного уровня. Нужно что-то придумать такое новое, оригинальное. Я надеюсь, этим чем-то оригинальным не будет полное сокращение выкупа облигаций, которое приведет к тому, что рынки могут схлопнуться в какой-то момент. Но я, конечно, это утрирую. Итак, друзья, но здесь, с моей точки зрения, вот эта ситуация, она характеризуется словом плата, и, соответственно, непонятно, что делать дальше. Потому что, действительно, здесь уже кардинальных снижений не происходит. И для того, чтобы все-таки было достаточно комфортно американской экономике, нужно здесь что-то такое разработать, какой-то инновационный шаг. Так, далее платежный баланс США. Вот здесь тоже положительные данные вышли. Его отрицательное сальдо сокращается, то есть это говорит о том, что на американскую экономику, на американский мир меньше давлеет задолженность, которая имеется за счет эмиссии долларов, за счет отрицательного торгового баланса со всем миром. Если посмотреть, то действительно здесь получается, с одной стороны был достигнут максимум отрицательного значения, то есть этой задолженности, он даже перебил то, что было накануне 2008 года кризиса, но сейчас есть тенденция к тому, что он будет постепенно сокращаться и схлопываться. Я так понимаю, у американцев цель, чтобы вот это значение, оно все-таки немножко скорректировалось. На самом деле, это достаточно сложная задача с моей точки зрения, потому что сокращение внешней задолженности, оно связано с оборотом доллара, наиболее вероятно, и с использованием его в качестве платежного средства. Поэтому каким образом они, предполагалось, будут сокращать до минус 40, я пока не до конца понимаю. То есть вот болтание в этих значениях вполне естественно и нормально. Они могут его пока удерживать, не давать ему расти еще больше. Но как они его планируют сокращать без потрясений, мне в это верится с трудом. Так, еще положительная новость. Затраты на рабочую силу квартал к кварталу в Соединенных Штатах немножко выросли в таких допустимых пределах. Это достаточно позитивно, потому что это зарплата, это доход, и это, соответственно, возможность покупать товары и услуги. Так, далее, что тут? По Канаде разрешения на строительство начали схлопываться. Действительно, в Канаде рынок недвижимости его до такого чудовищного состояния раздули. Там, по-моему, даже Соединенные Штаты, они не в такой ситуации, как в Канаде. Там просто какое-то неистовство происходит с ценами на недвижимость, особенно в западной части, там где Ванкувер, Британская Колумбия. То есть там просто какая-то фантастика.
Так, дальше международные резервы Центробанка РФ. Они растут. Ну, на фоне таких цен на нефть, на металлы, они, в общем-то, обязаны расти. Тут, ну, должно что-то произойти, какое-то потрясение, чтобы они не росли. Так, и Соединенные Штаты, объем промышленных товаров месяц к месяцу рост больше, чем прогнозировалось. Рост, конечно, меньше, чем в прошлый раз, но тем не менее то, что он больше прогноза, это указывает на то, что локально есть позитивная динамика. Итак, друзья, если анализировать, что произошло по Америке, вот исходя из этой статистики, то с одной стороны американская экономика, она находится в достаточно хорошем состоянии, идет восстановление, возможно даже идет рост благосостояния американцев, хотя, наверное, то, что растет стоимость недвижимости и аренды в ближайшее время, это окажет негативную роль на благосостояние. Вот. Но тем не менее резервы для дальнейшего роста и развития, судя по всему, они исчерпаны, потому как не происходит уверенного снижения первичных пособий по безработице. И вот это как раз тот фактор, который, ну, возможно, в ближайшее время он о себе как-то даст знать какими-то скрытыми негативными последствиями сейчас, которые начнут проявляться далее. Так, друзья, ну вот Virgin Galactic акции взлетели после новости о полетах с ВВС Италии. То есть, если есть какая-то компания, надо попросить пилота ВВС Италии полетать с ней, и она сразу начнет расти. Но это я, конечно, шучу. Но на самом деле здесь Ричард Брэнсон, он мастер маркетинга, и чего он только не придумает для того, чтобы оживить свое детище. И поэтому в этом плане, что такая компания, за которой стоит Брэнсон, это опытная акула большого бизнеса английского. Я думаю, он, ну, пока он при делах, пока он, слава богу, там функционирует, он будет генерить идеи, которые так или иначе эту компанию будут снова и снова выталкивать вверх под разным соусом. Я никого не агитирую покупать акции этой компании, тем более становиться долгосрочным инвестором. Они очень рискованные. Но я все равно хочу отметить, что есть здесь очень существенный такой фактор, который он, в общем-то, может достаточно позитивно на них влиять. Так, друзья, но если переходить к графику Virgin Galactic, дневной таймфрейм, то, соответственно, здесь у нас получается картина удержания сильного уровня 25. И, соответственно, удержание этого уровня, оно ведет к тому, что отсюда весьма вероятно будет развиваться движение, у которого цель потестить и пробить 35,6. Соответственно, здесь, ну вот, у любой, скажем так, обычной акции, если отсюда было бы движение вниз и пробой уровня, ну, 23, 22,5, это привело бы к тому, что она бы упала и сходила бы на 14. Но поскольку здесь акция мем, то, наверное, здесь даже при падении на такое значение и ниже, она на каком-то временном горизонте достаточно значительном, скорее всего, будет расти и стоить значительно дороже. Но опять же, здесь все завязано на личность одного человека, хотя сама идея с космическими полетами, она достаточно инновационная, в ближайшее время она будет, я так полагаю, очень востребована, потому что мир развивается, научно-технический прогресс шагает, никуда от этого не деться. Сначала богатые люди, потом средний класс, потом обычные простые смертные из Китая там, и других стран будут летать и наслаждаться видами на планету Земля из космоса. Так, друзья, ну вот смотрите, сегодня у нас ЦБ, генератор новостей всевозможных. В частности, вот они сгенерировали, описали сценарий глобального финансового кризиса, который, по их расчетам, я не знаю, как они там насчитали, будет в 2023 году. Нефть упадет до 40 долларов за баррель и так далее и тому подобное. Ну, смотрите, вот меня там просили прокомментировать. Я просто сразу, перед тем, как комментировать, хотел обратить внимание на одну очень существенную вещь. Ну, по сути, вот такая структура, как там Центробанк там, или ФРС, для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы росло благосостояние граждан, развивалась экономика, и эта экономика создавала, генерировала прибавочную стоимость. Вот. Соответственно, критерий
эффективности работы любого центрального банка, такой организации, это рост экономики и благосостояния. Соответственно, для того, чтобы понимать, насколько вообще стоит прислушиваться и вглядываться в прогнозы, тем более мирового макроэкономического масштаба, надо сравнить эффективность работы с другими центральными банками, там, того же американского, английского, немецкого. Вот. И, соответственно, если эта эффективность, она сопоставима или выше, тогда можно серьезно обсуждать эти прогнозы. Если, соответственно, в части благосостояния, создания прибавочной стоимости, роста экономики, скажем так, центральная финансовая структура, она не соответствует высоким западным стандартам, то, не знаю, мне кажется, даже нету особого резона обсуждать, что там напрогнозировали и насчитали. Так, вот сегодня что-то прямо какие-то новости, там социальные рейтинги. Социальные рейтинги — это концлагерь. Так, в США ураган Ида, к сожалению, он прогрессирует, повреждения растут, но с другой стороны это, в общем-то, в какой-то степени поддерживает цены на нефть. Вот так вот всегда получается, что есть фактор, который он с одной стороны негативен, а с другой стороны он всегда в чем-то позитивен. Правда, там с ураганом не все так просто. Помимо того, что он оказывает негативное воздействие на добычу нефти, как оказалось, он еще повредил и нарушил переработку нефти. И здесь получилась такая ситуация, что с одной стороны вроде бы и добыча падает, с другой стороны и спрос на добытую нефть падает. Потому что ее не перерабатывают, в меньшем объеме перерабатывают. Но в рамках мирового масштаба воздействия вообще на спрос, психологическое в том числе воздействие на цены на нефть, конечно, наличие этого урагана, я думаю, оно, в общем-то, должно цены на нефть поддерживать и даже, наверное, несколько увеличивать. Так, «Газпром», наконец-то капитализация превысила 100 миллиардов долларов. Так, друзья, Китай. Китай намерен открыть новую фондовую биржу. На самом деле, не совсем пока понятна логика, зачем они ее будут открывать, потому что с учетом тех ограничений, которые они начали вводить и практиковать, скорее всего, это приведет к тому, что, по крайней мере, извне интересантов будет не так много. Так, еще такой очень интересный материал на Bloomberg. China's coast cities are finally starting to life. То есть эти огромные города в Китае, заводы, которые были настроены, которые для того, чтобы показывать рост ВВП, в Китае строились, производились, какое-то время стоялись, их сейчас пытаются заполнить, пытаются оживить. Соответственно, все это делается для того, чтобы придать импульс китайской экономике. Но для меня пока не вполне понятно, насколько эффективно у них это получится сделать. Потому что два момента есть. Во-первых, почему до этого никто не предпринимал подобных действий. И второй момент, все-таки китайская экономика начала показывать просадку. То есть при наличии просадки, падения спроса, услуг и так далее, как они планируют все это заполнить и на этом выехать, мне видится это крайне авантюрным на текущий момент. Я, конечно, не знаю, может быть, там есть какой-то глубинный смысл, но мне кажется, это продолжение пути экстенсивного развития, которое приведет, скажем так, к ускоренной развязке всего этого процесса. Так, друзья, дальше давайте посмотрим графики. VIX болтается в районе 16, он немножко растет, но пока что движение идет в районе этого донышка, ничего тут такого страшного не предвидится и не происходит. Так, DXY, индекс доллара, он все-таки пробил это значение, и теперь у него цель движения первая 92, и соответственно, если он приходит на 92 и здесь начинает консолидироваться, то весьма вероятно отсюда в данной ситуации пойдет следующее движение, цель которой потестить и пробить 91,5. Так, далее золото. Золото перешло в консолидацию. Быстрого роста не получилось, но поскольку уровень 1807-1806 устоял, то, соответственно, весьма вероятно, мы, может быть, завтра
на открытие Америки рост оно покажет, но вообще там в понедельник в Соединенных Штатах праздник, и могут золото немножко приспустить перед этим праздником. Поэтому весьма вероятно, все-таки рост по золоту на этой неделе, наверное, не пойдет, его перенесут на потом. Вот, ну я сейчас делаю ставку на то, что будет боковик продолжаться, по крайней мере сегодня, завтра посмотрим, как события будут развиваться. Пока уровень 807-806, он себя вполне оправдывает. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Ранее обращал ваше внимание, что вот цель 73,5, но немножко 73,5 он не добил. Немножко не дошли до 73,5, досадно. Так, но смотрите, на самом деле здесь вот 72,9, 72,9, 72,85. Если не будет сегодня пробития этого значения, то он добьет 73,5. Здесь попытается закрепиться, и далее, если будет пробой 73-75, то тогда его заодно могут вынести и в район 74,3. Вот. Но мне кажется, на этой неделе все-таки по нефти уже все отыграли, и здесь либо вот консолидация, но может быть еще немножко 73,5 кольнуть, и если будет пробой 72,85, то надо немножко просесть, вернуться на 72,4, вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, ну вот S&P 500 сегодня несколько меня настораживает, потому что здесь двойная вершинка, сейчас идет коррекционный откат. Соответственно, если мы сейчас не забуксуем, не отобьемся от 4530, то вот это движение, вот эта просадка, оно продолжится, и цель его движения будет вести вот сюда, вот в район 4515. Вот, опять же, уровень 4505-4500 это на коротком таймфрейме, на часовике. Если он не пробивается, то вот это все хозяйство его будут выкупать и пытаться его заталкивать туда наверх дальше. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну смотрите, Рио, здесь что-то как-то слабо. Ну там опционы были на 172 500. Ну вообще должны были на 173 500 дотолкать, но видимо запас хода закончился. Вот, и поэтому здесь, ну если дальнейший рывок по нефти не произойдет, то полагается консолидироваться и сходить на 170 500 вот сюда к этому значению. Ну и в случае пробоя 170-350, отсюда разовьется коррекционный откат, у которого цель движения 168 тысяч вот сюда вот. Так, друзья, далее серебро. Ну здесь, да, вот по серебру, по золоту не в полном объеме ожидания оправдались. Вот, но пока оно заперто в консолидационном диапазоне, произошел отбой, удержание уровня. Вот, и поэтому на текущий момент, но здесь ситуация следующая. В Америке понедельник праздник, день труда, большие выходные, соответственно, если завтра мы не отскочим вот сюда вот на 24 157, то тогда действительно завтра, поскольку движение наверх не пошло, может произойти пробитие вот этой нижней границы и движение в район 23,5. Вот. Но я пока думаю, все-таки более вероятно сегодня, по крайней мере, завтра с утра консолидация вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну смотрите, 72,8 не дают ему пробить, уйти, то есть проколы происходят, но потом сразу выкупает и гонит его наверх. Вот если здесь устойчивый пробой будет и начнется либо выход объема, либо проторговочка под ним, то соответственно, наверное, тогда погонит на 72, может быть даже на 71,5 вот сюда вот. Но на самом деле там цель 72,8 и 72, то есть два ключевых таких значения. Пока его не продавливают ниже 72,8. Вот, но нефть, я думаю, на этой неделе она свой ход сделала, и поэтому ну, какая-то консолидация в этом диапазоне она должна произойти. Если нефть свой заход наверх продолжает, но это, я думаю, на следующей неделе уже будет, ну тогда посмотрим, как это самое платежные балансы, приток капитала будут укреплять рубль. Ну как-то он совершенно непропорционально ценам на нефть и притоку капитала укрепляется. То есть, ну при таком
при таком движении он должен быть уже в районе 70, а то и 68. Вот. Но вот что-то это движение, оно никак развития не получает. Так, друзья, я думаю, все-таки здесь вот в районе 72,8 сегодня будет проторговочка и закрытие, ну где-то, наверное, 72,8, 73, вот здесь в этом диапазоне. Так, друзья, ну вот есть еще положительная новость. Baltic Dry дневной таймфрейм, начал он проседать. Пока нельзя сказать, что это тенденция. Посмотрим на следующей неделе, какое здесь будет движение. Вот. Но по-хорошему, конечно, если он не начнет в ближайшее время проседать, то это мировую экономику начнет душить с новой силой. Но текущие значения, они предрасполагают все-таки к тому, что Baltic Dry здесь отразился и все-таки просел хотя бы в район 2500. Вот, потому как если здесь отражение не произойдет, то существует вероятность повторения подвига 2008 года, когда он ходил на 10-11 тысяч. Ну, что тогда будет с ценами на товары, даже сложно представить, уже как бы при текущей инфляции, издержек. То есть, если вот это движение повторится, это будет просто ахтунг полный. Так, друзья, ну все, в общем-то, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.